Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео я попробовала сделать венецианскую штукатурку из обычной шпаклевки. Я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. В сегодняшней работе буду использовать латексную шпаклевку торговой марки Tex. Это не специализированный материал для подобных работ, поэтому использовать его стоит только в крайнем случае, если у вас нет возможности приобрести венецианскую штукатурку. Шпаклевку я уже заколеровала в 3 нужных оттенка. Помните, что при высыхании на поверхности она становится на 2-3 тона светлее. Для нанесения потребуется обыкновенный шпатель. Беру самый светлый цвет, набираю его на шпатель. Подготовка поверхности должна быть такая, как под обои. Первый слой цветной шпаклевки мы наносим для того, чтобы закрыть мелкие дефекты и неровности. Наношу тонким слоем примерно в миллиметр. Наносим шпаклевку короткими движениями, и если остаются наплывы, ничего страшного, в дальнейшем они будут красиво смотреться. Старайтесь не оставлять царапины на поверхности. Закончили наносить первый слой шпаклевки. Теперь подождем пару часов, пока она высохнет. Первый слой шпаклевки полностью высох. Как вы видите, она достаточно сильно посветлела. Я уже набрала на кельму 3 оттенка. Теперь нужно сделать недомес. Частично их перемешиваю. Не нужно их вмешать в одну однородную массу. Начинаю наносить с угла. И излишки убираю. Смотрите, если у вас на шпателе еще остается недомешанный материал, то вы можете продолжать рисунок дальше. Но не заходите на те места, на которых уже у вас получился рисунок. Чистым краем убираю. Оставшиеся излишки убираю на кельму. Беру новый недомес. И излишки убираю. Вот здесь, где не хватает, я добавляю еще прожилку. Нанесли самые крупные полосы. Теперь мы видим такие выступы, которые у нас получились от шпателя. И я думаю, было бы очень красиво, если бы мы их соединили между собой более тонкой линией.
Закончили с этой частью, теперь переходим наверх. И соединяем с крупными прожилками соседними. Время от времени отходите от стены на пару метров и смотрите, какой рисунок у вас получается. Там, где не хватает прожилок, возвращайтесь и добавляйте. Дадим шпаклевке высохнуть, а потом нанесем третий слой. Полосы полностью высохли. Я взяла самый светлый цвет, который наносила первым слоем, и смешала его со средним цветом. И сейчас этим оттенком буду заполнять всю поверхность на сдир. Для удобства ее лучше набрать на кельму. Набираю с кельмы на шпатель и заполняю всю поверхность на сдир. Заполнили всю поверхность, также избавились от мелких углублений и неровностей. Оставляю шпаклевку высохнуть в течение суток. Поверхность наша хорошо просохла. Теперь берем 360-ю наждачную бумагу и прошкуриваем всю поверхность, чтобы она была ровной и проявились наши полосы. Закончили прошкуривать поверхность. Теперь берем кисточку и убираем пыль. Далее берем грунтовку укрепляющую и грунтуем всю поверхность. Грунтовка нанесена, теперь ждем ее полного высыхания. Далее будем прорисовывать прожилки при помощи краски. Для этого я ее разведу грунтовкой. Грунтовку добавляю 1 к 1, чтобы краска была достаточно жидкая. Добавили грунтовку, теперь необходимо ее хорошо перемешать с краской. Рисовать прожилки я буду при помощи кисточки и мокрой губки. Чтобы прожилки не были слишком яркими, я заколеровала краску в цвет шпаклевки. Набираю ее при помощи кисточки на край губки. И начинаю прорисовывать прожилку. Излишки тут же удаляю губкой.
превращая их в тонкую линию. Рисую следующую прожилку. Краски с губки достаточно надолго хватает. Далее рисую достаточно крупную прожилку. И удаляем сразу излишки. Рисую прожилки по уже созданному нами рисунку из шпаклевки. Стараюсь сделать их максимально тонкими и не переборщить. Если какая-то прожилка у вас не получилась, ее можно легко стереть при помощи той же губки. Видите, как я соединяю то, что у нас уже было. Дублирую и делаю ее более явной. Когда стираете, главное эту линию не растушевать, сделать тонкой и не оставить после этого грязи. Начинаю делать следующую. Также тоненько ее при помощи губки. Сначала провожу в тех местах, где мне кажется, что она будет красиво смотреться. Главное убирать здесь сразу излишки, чтобы они не успевали впитываться. Закончили рисовать темные прожилки. Далее необходимо всю поверхность покрыть слоем глянцевого лака. Для этого я буду использовать валик с коротким ворсом. Лак начинаю наносить как грунтовку снизу вверх, чтобы не создавались подтеки. Нанесли слой лака, дадим ему полностью высохнуть в течение 40 минут, а потом нанесем светлые прожилки. Рисую их точно таким же способом, как и коричневые. Делаю линии более прямые, без сильных изломов. Нарисовали светлые прожилки, теперь дадим им полностью высохнуть, а потом все это покроем 2-3 слоями глянцевого лака. Хорошенько его растягиваю. Я нанесла 2 слоя лака. Далее я сниму скотч с краев образца и покажу вам поближе получившийся результат. Когда снимаете скотч, будьте осторожны. Канцелярским ножом прорежьте лак по стыку малярной ленты и шпаклевки, иначе край получится неаккуратный. Как я говорила в начале видео, этот вариант стоит применять только в крайних случаях, когда нет возможности приобрести бюджетную венецианскую штукатурку и воск. Ну или просто хотите попробовать свои силы на образце и приноровиться к инструменту. Первая проблема работы с этим материалом – сложность колировки. При высыхании цвета не только очень сильно светлеют, но и могут уходить в другие оттенки. Это влияет и на общую картину, и особенно на большие полосы, которые создавались при помощи недомесов. Переходов цветов в них практически нет, а именно эти переливы служат направляющими во время прорисовки прожилок. Вторая проблема – это отсутствие визуальной глубины поверхности. В работе с венецианской штукатуркой при наложении цветов друг на друга
появляются полутона и получаются красивые мягкие переливы. Как правило, чем дороже венецианка, тем ярче выражен этот эффект. Он проявляется в работе даже с одним цветом. Третья сложность – это создание защитного слоя при помощи лака. На вертикальной поверхности пузырьки, которые появляются во время нанесения, полностью не исчезают. Покрытие не идеально ровное, а соответственно степень блеска снижается. Воск для венецианской штукатурки дал бы гораздо лучший результат. Но так как эта техника для случаев, когда нет возможности приобрести венецианку, значит приходится обходиться и без воска. В дальнейшем я попробую модернизировать этот вариант нанесения, учитывая полученный опыт из этой работы. Думаю, что можно добиться лучшего результата, но только за счет усложнения техники нанесения. На этом я с вами прощаюсь, до следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем здоровья и удачи!